Выпадание некого дохода, а с другой стороны рост затрат. Время здесь играет значение. Пройдем этот непростой период, мы обязательно выиграем. Легко и непринужденно, и наш софт будет помогать в решении этих проблем. Добрый день! Сегодня на канале «Открытый бизнес» мы говорим с Алексеем Беловым, президентом компании Оline. Добрый день, дорогие друзья! Алексей, расскажи коротко, что сейчас из себя представляет компания Oline. Компания Oline представляет из себя на текущий день группу компаний, в которую входят компании, которые оказывают услуги аутсорсингового контакт-центра, а также компания по разработке программного обеспечения, потому что помимо услуг колл-центра мы за все 12 лет, которые существует наша компания, постепенно разрабатывали наше программное обеспечение, и на сегодняшний день мы начинаем продавать эту услугу, и поэтому мы запустили IT-компанию, которая будет в дальнейшем этой разработкой, развитием этого программного решения заниматься, чтобы любая компания, маленькая, большая, средняя, могла запускать свои собственные колл-центры, удаленные или офисные, это не важно. Легко и непринужденно, и наш софт будет помогать в решении этих проблем. А как текущая ситуация сложилась и отразилась на вашем бизнесе? Безусловно, я думаю, не только мы, но многие компании попали в некую ситуацию неопределенности. Мы начали получать сигналы от некоторых наших клиентов о том, что их деятельность очень сильно попала под ограничения, и они вынуждены приостанавливать с нами сотрудничество. Поставка товаров, оплата товаров и услуг сейчас сильно затруднены, и поэтому компании электронной торговли столкнулись с достаточно большими проблемами, и мы, как следствие, начали терять некоторых клиентов. Мы ощущаем давление на себестоимость, затраты, которые мы, в свою очередь, сами несем на какие-то ресурсы подрядных организаций, на закупку какого-то оборудования, они стали повышаться буквально сразу. И мы, безусловно, очень быстро ощутили, с одной стороны, получается, выпадание некого дохода, а с другой стороны, рост затрат. Ну и наверняка какие-то процессы пришлось перестроить, оптимизировать. Безусловно, когда ты понимаешь, что ты встречаешься с какими-то проблемами, то сами собой они не решатся. И очень важно было быстро начать реагировать, и мы начали работать с нашими действующими клиентами. У нас клиенты работают по модели подписки, то есть они оплачивают наши услуги ежемесячно, и мы стали работать именно с теми клиентами, которые стали испытывать проблемы, и предлагать им различные варианты решения в текущей ситуации. То есть это был вариант рассрочек платежа, это был вариант сокращения объема услуг до какого-то более минимального уровня. Ну и в самом худшем случае это заморозка на некоторый период, не расторжение договоров, а мы предложили, что давайте заморозим там, на 1-2 месяца, пока ситуация не разрешится. И несколько клиентов нам удалось таким образом сохранить, поменять им объем услуг. Помимо этого мы, безусловно, стали работать со второй проблемой, с растущей себестоимостью. Быстро, оперативно, буквально в считанные дни и недели нам нужно было отказаться от не совсем обязательных затрат. Есть затраты, которые влияют на твою эффективность твоей деятельности, а есть затраты, которые напрямую не влияют. Да, то есть от этого хуже качество услуг не будет, но это некий улучшайзинг, у тебя есть возможность, ты можешь улучшать быт, там какое-то условия труда можешь улучшать. Но вот в таких ситуациях, когда нужны экстренные изменения, мы быстро отключили какие-то дополнительные затраты, не самые важные. Вот. Тем самым мы стали работать с растущей себестоимостью. Вот это то, что мы начали быстро делать. Но вот ценовая политика, маркетинговая стратегия, что-то пришлось поменять? В принципе, наша цена всегда была в середине рынка. Мы очень важно следим за ценой и качеством наших услуг. И мы увидели, что цены начали меняться в большую сторону и быстро их проиндексировали, аккуратно проиндексировали не намного, на 10-15% в зависимости от вида услуг. Это позволило нам сейчас оперативно отреагировать на повышающую себестоимость. Это первое. Что касается маркетинга теперь, привлечения клиентов, очень важная история, потому что
основными каналами, которыми мы пользуемся для привлечения новых клиентов, это цифровые каналы, это реклама в интернет-пространстве. Мы очень оперативно, опять же, сработали, перенастроили наши рекламные кампании, увеличили бюджет тех российских рекламных площадок, которые мы использовали до этого. Помимо этого мы запустили новые каналы, такие как ВКонтакте, социальную сеть, запустили там группы, запустили там таргетинг, запустили Яндекс.Дзен и еще ряд площадок сейчас смотрим, думаем, что тоже будем использовать. Поэтому очень важно было не терять времени, переориентироваться. Мы сохранили, что важно, я считаю, что вот моя рекомендация как бы предпринимателям в данный момент не стараться урезать маркетинговый бюджет, потому что очень хочется это сделать, у тебя растут косты, ты думаешь, вот сейчас чуть-чуть я сокращу денег на рекламу, это мне поможет. Нет, это не поможет. Это сделает хуже. Надо сохранить. Мы уже это проверяли не один раз, и во время пандемии, и во время там, других всяческих нестандартных и праздников, и каких-то, вроде бы казалось, когда активность надо снижать рекламную, мы этого не делаем. Мы продолжаем сохранять бюджет на том уровне, и это дает свой результат. Вопрос о сотрудниках. Вы их как-то поддержали, поддерживаете? Ну, мы вообще всегда поддерживаем сотрудников. Это мы очень ценим наш коллектив. С нами костяк очень много лет работает. И, безусловно, первое, что было нужно сделать с коллективом, это просто поговорите с ними. Да? То есть, мы провели различные встречи от линейного персонала, среднего и на уровне топ-менеджмента, провели совещания, встречи, обсудили ситуацию, которая происходит, потому что ситуация неопределенности, когда не знаешь, что будет завтра, у тебя теряется какая-то мотивация, цели ты теряешь, и ты не знаешь, что делать, у тебя руки опускаются. И вот с этим мы работали, мы пытались объяснить людям, что мы знаем, как работать в подобных ситуациях, да, она нестандартная, да, такой ситуации в истории нашей страны никогда не было, но есть опыт, который пришел за время нашей работы, который пришел во время пандемии, которая тоже никогда не было в истории нашей страны. И мы, в общем-то, должны были объяснить людям, что у нас есть достаточно финансовой стабильности, чтобы обеспечить работоспособность компании на том же уровне, которое было до наступления этих санкций. Мы поговорили с людьми, объяснили, что мы дали гарантии, что зарплата, как и всегда, будет выплачиваться вовремя, обязательства, которые у нас есть перед персоналом, будут выполняться, и обрисовали, что надо делать, что надо, наоборот, стремиться ставить сложные цели. Это время возможностей, его надо использовать. Вот. И, в принципе, это дало свой результат, и это не разовая акция, мы продолжаем это делать, потому что это важно. Нужно постоянно тонус коллектива поддерживать. Ситуация сложилась вот таким образом, и пришлось ли обращаться за консультациями к внешним экспертам? Мы быстро поглощали информацию, потому что сейчас много в рынке появляется информации, как быть в той или иной ситуации. Проводятся различные вебинары, встречи предпринимателей, клубы, бизнес и так далее. Тема полезная действительно и дает быстро информацию, которую иногда можно долго искать. Это первое, что мы сделали. А наверное, основное, мы вернулись к тем реализованным планам, которые были во время того, когда пришла пандемия. То есть мы опыт, полученный в той ситуации, просто решили шаг за шагом применять. Потому что эффект просто, в принципе, был такой же. Да? Вот этот шок, стресс, неопределенность. Клиенты перестают платить или начинают задерживать. Что делать, как с этим работать? Мы знали, что с этим делать. И мы решили, что этот опыт нам поможет. И, в принципе, продолжаем им пользоваться, и он действительно помогает. Поэтому опыт плюс быстрая выжимка от сообщества различных предпринимателей. Вот такими инструментами мы пользуемся. А теперь вопрос со звездочкой. Есть ли плюсы от санкций для вашей компании? То есть понятно, что в моменте сейчас мы, наоборот, испытываем некие сложности, трудности, но мы знаем, как с ними работать, мы знаем, что делать, и мы это делаем. И я уверен, в очень ближайшей перспективе
мы не просто пройдем этот непростой период, мы обязательно выиграем. И этим их явным примером этого являлась и пандемия. Сначала яма, потом перестроение бизнес-процессов, начали появляться новые ниши какие-то, которые раньше никогда не были так популярны, скажем. Они были, там, например, там, те же курьерские службы, да? Огромный был буст, рост этого бизнеса, электронная коммерция, буст, сети эти, маркетплейсы стали мгновенно расти так, как никто не ожидал, и они бы, если бы не было пандемии, не росли. Я думаю, что в нынешней ситуации произойдет ровно то же самое. Сейчас закрыты цепочки сложившихся бизнес-процессов и поставок в Россию различных товаров и услуг, но наши предприниматели эффективные и быстрые. Я не думаю, что нам нужно будет много времени, чтобы сейчас перенастроить всю эту историю. И обязательно будут появляться еще новые ниши, которые будут так же, как на примере пандемии, также ускоряться, увеличиваться, быстро расти. И я думаю, что электронная коммерция снова получит новый виток ускорения. Это обнадеживает, спасибо. Ну и самый интересный, самый главный вопрос для стабилизации ситуации в бизнесе. Какие советы, какие рекомендации ты мог бы дать предпринимателям? Я думаю, что, наверное, моя основная рекомендация любому предпринимателю, который сейчас оказался в ситуации не такой, как привык быть, это первое, не паниковать и обязательно действовать. Потому что, как говорится, у моря ждать погоды – это не та ситуация сейчас абсолютно. Сейчас надо очень быстро анализировать происходящее, очень быстро работать со своими костами, потому что если сейчас у тебя даже есть подушка безопасности, и ты думаешь, а вот сейчас месяц-два, мне ее хватит для того, чтобы переждать, а если не месяц, а если не два, а если еще что-то произойдет и доход еще будет выступать. То есть рассчитывать только на подушку безопасности нельзя. Надо работать с костами. Надо уменьшать те косты, которые не обязательны. Вот. И надо работать с доходами, естественно, потому что если у тебя текущий основной доход начал уменьшаться или вообще пропал, надо пытаться перенастраивать, надо пытаться искать другие каналы продаж и пытаться, может быть, даже переходить на другой товар или другую услугу, в конце концов, потому что тут надо действовать довольно быстро. Время здесь играет значение. Те компании, которые будут просто ждать, я уверен на много процентов, что они проиграют. Как минимум, они сильно замедлятся, и их конкуренты, которые не будут тратить время, они их обгонят. А как максимум они могут, в принципе, обанкротиться, уйти с рынка и пропасть как бизнес. Поэтому надо искать новые открывающиеся возможности. Они будут обязательно открываться. Ну а также, безусловно, если будет возможность получить помощь от государства, получать ее. Не пропускать это мимо, это очень важно. Вот мои рекомендации основные предпринимателям. Спасибо. С нами был Алексей Белов. Спасибо большое. Всего хорошего. Пусть ваш бизнес будет здоровым и растет.